Наталья, сейчас я буду считать от 1 до 3. В мере моего счета поднимайся в общее единое сознание. На счет 1, 2, 3. Растворяйся. Наталья, сейчас я попрошу тебя описать тот момент, когда появился первый человек на Земле. Как это произошло? В результате каких событий или чьих-либо действий? Насколько это был длительный процесс? На Земле появился один человек, мужчина. Его спускают с корабля. Каким образом его спускают с корабля? Его спускают в какой-то капсуле. И потом эту капсулу открывают. Он там лежит, без движения. Просто на поверхности стоит капсула. Открывается капсула, он там лежит без движения. Что происходит дальше? Потом капсула закрывается. Его поднимают обратно. Почему его подняли обратно? Как будто он уже выполнил какую-то задачу. Подняли обратно. Попробуй понять, что за задачу он выполнил в этом конкретном моменте. Его тело как бы соприкоснулось с атмосферой, с влиянием планеты на него. И теперь нужно собрать результат. Вот его исследуют. Хорошо, давай посмотрим, к этому моменту мы вернемся. Меня интересует сам процесс, как появился этот человек на том корабле. Процесс создания. Его создают из каких-то клеток. То есть просто создают. Его создают как конструктор или его выращивают? Нет, его выращивают с Мгм. эмбриона и до состояния взрослого человека. Посмотри, пожалуйста, момент создания эмбриона. Что за материал использовали для получения этого эмбриона? Ну, это биологический материал, клетки какие-то. Исходные клетки откуда взяли? Были с собой у этих людей. Но я так понимаю, биологически этот человек схож с теми людьми, которые сейчас живут на планете Земля. Ты имеешь в виду, кости, мясо и Да, жидкости? Да? генетически. Ну, процентов, наверное, на 30. Похож на тех, которые Мгм. сейчас. Хорошо. Эмбрион развивался из одной клетки. Ты хочешь, чтобы я посмотрел, сколько там клеток? Я хочу понять самый-самый вот первый момент. То есть генетический материал это была какая-то уже какое-то существо или была совокупность клеток, или это была как яйцеклетка сейчас и, допустим, клетка, которая... Нет, мне кажется, это больше похоже. Яйцеклетка – это как искусственное оплодотворение. А Мгм. это больше похоже на клонирование, то есть выращивание из там одной клетки целого организма. То есть это Пер- больше, не тот материал, это не рождение как ребенка, а воспроизведение уже существующего человека. Первичная клетка, какими свойствами она обладает? Что это за клетка? Это просто клетка чья-то. Можешь понять, чья? Я могу понять какого-то человека на другой планете. Ты можешь посмотреть, вот этот человек с другой планеты, он внешне похож на нынешних людей или на того человека, который вот в результате их эксперимента получился? Он очень похож, на того, кто получился в результате эксперимента. Хорошо. Но он не А, похож на нас. не похож на нас. Похож, но не на 100%. Я понял. Из той клетки, из изначального вот этого биоматериала постепенно развивается эмбрион. Я правильно понимаю? Да, как-то они выращивают его. Скажи, пожалуйста, душа есть у этого человека, которого они создают?
Да, они как-то оживляют эту клетку, и она начинает расти. В какой момент появляется душа? Приходит в это тело? Я вижу, что там бьется сердце, когда начинает, когда опускается душа. То есть после того, как будет сформировано сердце, то есть начинает как-то функционировать этот организм, да? А сердце вообще как образуются органы? За счет чего все это происходит там? Есть какая-то программа или что? Где прописана вся эта структура? Но он развивается как ребенок, как эмбрион. То есть изначально они берут какую-то часть, вот одну клеточку, и она начинает делиться. Там появляется такое что-то типа сердца, сердечко маленькое. То есть первоначальная клетка, она обладает какими-то универсальными свойствами, да, потом уже в процессе развития появляются клетки со специфическими. Если Типа бы я мышечная, знала, да? как выглядят разные ткани на клеточном уровне, я бы тебе сказала, что это за клетка. Но Мгм. я просто вижу, что это одна клетка, а потом она начинает как перегородочки, как деление Мгм. начинается. Хорошо. Скажи, пожалуйста, этот человек развивается до того состояния, перед тем, как его отправлять на Землю. Он до того момента находится в бессознательном состоянии? Да, и после того тоже. А что происходит с душой в процессе всего этого развития? В каком состоянии душа находится? Душа находится в человеке, она, Ну, он как просто ты получает какой-то говоришь, на опыт и все? уровне ощущений какая-то информация обрабатывается, но вот та, которая должна быть на уровне мозга, восприятия ее нет. Хорошо, опиши, пожалуйста, создателей тех людей, по чьему образу, в общем-то, и получился первый человек этот. Можешь описать их рост, как они выглядят? Они немного выше нас, и выглядят они как у них есть одежда, у них такая же структура, как у нас. Ну, я имею в виду кости, мышцы, кожа, кровь, лимфа. Все есть. Чем отличаются от нынешних людей? Ну, во-первых, у них нет никаких волос на теле. Вообще они отличаются цветом кожи. Какого цвета их кожа? Белые, абсолютно белые, без изъяна. Форма лица, строение, может быть, особенности физиологии, строения тела. Ну, у них более какой-то вытянутый череп, но не сильно прям отличается. Мышцы. Ну, они Мышцы худые или обычные. они атлетического телосложения какого? Ну, они примерно одинаковые, и я бы не сказала, что они как-то развиты физически. То есть как люди, которые не занимаются спортом никак. А черты лица, цвет глаз. Цвет глаз синий, но он не похож на наш голубой, он ярче синий. Зрачок такой же черный. Глаза крупные или такие же. Нет, такие же. Ну, то есть черты лица схожи. Единственное, что, ну, как-то, ну, вот носогубные складки не прорисованы. Вот такое впечатление, что у них очень-очень натянутое лицо. Вот нет ни морщинок, ничего такого. Ну, вот есть Эмоции как-то проявляются на их складки. лицах? Вообще понятие эмоций есть такое у них? Да, есть амбиции, эмоции. Все есть. Ну, визуальное проявление. То есть они там улыбаются или Очень как-то. сдержанно по То есть сравнению с нами. мимика Они это присутствует, да? испытывают, но мимика очень скудная. Но и мне кажется, это обусловлено больше социальными какими-то факторами, чем, чем физиологией. Ну, то есть это в процессе эволюции произошло вот это вот
Ну, формальное ограничение. нет, у них эволюционно не атрофированы эмоции или их выражение. Это просто какой-то, как это объяснить? Ну, то есть Вот, они могут, но не показывают, да? ну, как этикет, да, больше. Мгм. Не принято показывать. Это во всех ситуациях происходит или это только на публике? Ну, во всех, я так понимаю, что, ну, как у нас есть такие сумасшедшие люди, у них, ну, выражение эмоций что-то похоже на, ну, восприятие выражения эмоций на сумасшествие. Только те, кто не совсем в своем уме, не совсем себя контролирует, проявляют свои эмоции в полной мере, да? Ну, недолго они там проявляют так эмоции. Их тут же лечат. Хорошо. Давай тогда вернемся обратно к этому эксперименту. Первый человек, они его спустили, подняли обратно, получив первые данные о том, как этот Но у человек них было взаимодействует с... несколько человек, но спустили они только одного. А несколько человек, они одинаковые или чем-то отличаются те Нет, люди? они отличаются, ну, как разные люди. И также разные эти. Создатели между собой тоже чем-то отличаются? Ну, то есть у них Да, есть разные черты лица, да. то есть они Ну, как, генетически разные. Мгм. да. Все образцы, так будем их называть на данный момент, ну, тот, которого спустили, мы уже поняли, что это мужчина, да, а остальные тоже мужчины или там есть женщины? Но я вижу вот, ну, тех, которые созданы на этот момент, выращены. Все мужчины. Я понял. Хорошо, тогда мотай время вперед. То есть какие они сделали выводы на основании первого вот этого спуска? Вносили ли они какие-либо коррективы? И к моменту следующего. Ну, они исследуют, я так понимаю, и тело, и кости, и все после спуска. Но Мгм. особо таких нет, как бы, повреждений, ничего. Они ищут повреждения, но ничего не находят существенного. Хорошо. А ты можешь понять глобальную цель, с которой они создавали вот этого человека? То есть что они хотели получить? То есть зачем они создавали этот образец, зачем они его, в общем-то, пытаются адаптировать к жизни на этой планете? Они ищут как будто альтернативу для чего-то. Они ищут место для испытаний, что ли, своих экспериментов. Но их цель была, во-первых, протестировать свои возможности по созданию людей. И потом, я так понимаю, что вот они спускали для того, чтобы посмотреть, как влияет сама планета на человека, на этого, чтобы идти дальше. То есть им интересно было больше как психологическое исследование в дальнейшем. Ну хорошо. Мотай время вперед к следующему спуску. Да, Что происходит в этот тоже раз? спускают такие же колбы. Уже несколько, да? Да, две я вижу. Тоже открывают и оставляют на дольше. В сознание приходят те люди, которых они спустили? Нет, это просто, ну, исследования основаны на телах, на физике. У них подключены какие-то аппараты, то есть они отслеживают все. Опять спустили, подняли, да? Да, они собирают данные с каких-то приборов. Там на Земле меняется температура, то есть они это отслеживают. То есть они их спускают в А, разные, может быть, время года или что, в разные климатические зоны. Есть Нет, они такие на Земле спускают к этому моменту? рядом. Я не вижу, нет, не вижу каких-то. Вот я вижу большой, как бы большой участок земли, и они вот рядом прямо выставляют. Сначала, ну, буквально там на час, а потом на день, и потом еще на дольше.
но все равно все это поддерживается искусственно, то есть люди не сознание, они не ходят, ну, как бы лежат и лежат в этой скорлупе. Ты можешь подняться над планетой и осмотреть, похожа ли она на то, как Земля выглядит сейчас. То есть расположение материков, ну и, соответственно, интересов территориально, где происходит эта высадка. Ну, я вижу вокруг все вода и один большой кусок земли. Похож на такое, сейчас, как же это описать? Ну, как 3 лепестка круглых сходятся вот в одну. На отпечаток лапы, похоже на сросшийся отпечаток лапы. Трехпалый. Ну, вот что-то такое. Это материк естественного происхождения? Да, есть еще какие-то земли. Относительно экватора или полюсов, где это происходит? Но вот это я вижу по центру. То есть ближе к экватору, да? Полюса, да, полюса в воде. А это ближе к экватору, оно как бы вот растягивается, вот 3 вот этих лепестка к одному полюсу. И вниз один вот этот. А с другой стороны есть еще какие-то земли. Дописываешь форму материков как нечто такую более правильную форму. Так и есть? Или оно все-таки Нет, просто она похоже? неправильно, я тебе в общем говорю, если Угу. знаешь. Я Я могу понял. нарисовать, если... Оно неровное, как трилистник какой-то. А с другой стороны что-то длинное. Если это вытянуто к полюсам, то вытянуто по экватору. Хорошо. Давай вернемся к нашим первым людям. На данный момент, вот как ты смотришь, уже там какой-то первое, второй по счету спуск. Интересует, как выглядят внутренние жидкости организма, кровь, какого цвета, лимфа. И самый главный вопрос – спираль ДНК у создателей и у этих людей. То есть количество нитей спирали. Ну, я вижу, что у создателей не такая, как у нас спираль, то есть не две спирали. Там много, но выглядит как какой-то, знаешь, конструктор прям. Много посчитать сможешь? Но оно все переплетенное. Сейчас я пойму, как их разделить надо. 4 получается всего. А у человека, которого они создали? Ну такая же. Но Так, они что-то меняют все время в тех людях, которых создают. Я так понимаю, что у этих создателей нет вот доминирующих генов каких-то. у Ну, я создателей не цвет знаю, крови ну какой? какой-то крови Да. такой же, как у нас. Красная? Но она не такая, мне кажется, как концентрированная, знаешь. Угу. Я вижу различия, но оно больше как концентрация, мне кажется. Концентрация эритроцитов, но она не такая красная. Ну, то есть состав чем-то похож, да? Скажи, Да, пожалуйста, а группы крови есть резусы? да, есть. Одна. Так. Ну, то есть у Кажется. них одна группа крови, резусов никаких нету. То есть у всех жителей той планеты, вот их создателей, одинаковая совершенно кровь. Да, я Мгм. сказала, да. Хорошо. Давай тогда ускорим этот процесс. Я попрошу тебя посмотреть тот момент, когда первый раз один из тех людей, которых они спускают на Землю, пришел в себя. То есть осознал себя на Земле, на планете. Да. Какой по счету это был спуск? Ну, я так понимаю, что больше сотни раз. Ну, то есть это несколько сотен раз уже спускали. А во времени это было насколько растянуто? По нашему летоисчислению от первого спуска и до вот этого вот. Примерно 2 года. Хорошо. Сами спуски не занимали у них как бы много времени и ресурса. У них занимало время обработка данных полученных. Они как-то все время корректировали самих людей.
А что корректировали на основании этих данных? Ну, ДНК, я так понимаю, какие-то функции их, что ли. К моменту вот этого спуска, когда человек осознал себя уже на Земле, какое количество людей было спущено? Одного сначала спустили. Опиши, что происходило. Они спускают человека без кокона. Есть какие-то датчики, которые к нему подключены, так же как в этом, ну, в этой оболочке, в которой они спускали. Они что-то отключают, то, что держало их без сознания, как подача чего-то, какого-то, я не знаю, препарата или чего-то такого, что держало их как в искусственной коме, медикаментозной. Ну, какое-то время лежит просто на земле. Потом он приходит в себя и смотрит долго, просто открывает глаза. Солнце ярко, он закрывается. Как-то он плохо управляет своими конечностями. Но это больше похоже на какую-то агонию. Его отключают. Эти. Подачу вот этого вот препарата возобновляют. И поднимают обратно, я так понимаю, да? Мгм. Ну, он весь изранился, изрезался. Они осматривают повреждения. Еще ждут какое-то время, смотрят, как это повлияло на организм человека. Ну, то есть как раны заживают, не заживают. То есть вот этот процесс, он находится без сознания еще. Потом его утилизируют просто. Скажи, пожалуйста, попробуй понять. В тот момент, когда они его включили, в каком состоянии находилось сознание этого человека? По классификации младенец, взрослый человек, осознанный, ну и так далее. Или еще Мгм. ребенок в утробе матери. Вот как-то вот такими категориями. Можешь ли сравнить? Нельзя сравнить. Почему? Потому что у ребенка идет как бы медленная адаптация, а у него нет. Даже в утробе матери ребенок адаптируется к звукам, к, ну, вообще ко всему. Но у него как-то осознания нет, то есть у него паника и дикий вообще ужас. Это шок, Мгм. полнейший шок. Ну вот у меня, знаешь, ощущение, что человек, вот он заснул в своей кровати где-то, дома, в спокойной обстановке, а проснулся среди стробоскопов, дикого шума, визга и каких-то непонятных существ, там, ну, при этом его слепят, ну, на все органы чувств. Очень большая нагрузка сразу. Хорошо. Какие выводы они делают по этому поводу? Что происходит дальше? Но они оставляют этого, смотреть на процесс заживления ран или там воспаления. То есть они ждут, что будет. Не спускают еще, и все ведут себя так же. Они это обсуждают, решают, что делать. Они решают, ну, постепенно приводить в сознание, подготавливать как-то. Посредством чего? Я так понимаю, посредством внедрения каких-то посторонних шумов. То есть принимают решение адаптировать в процессе выращивания или принимают решение адаптировать тех уже выращенных, подключая чувства или там ощущения постепенно? Нет, в процессе выращивания Мгм. именно людей. Я вижу, что они дозировку, видно, снижают вот этого вот вещества. И постепенно как бы включают какое-то восприятие, как, то есть постепенно слух, там тактильные ощущения есть. Специальная у них какая-то программа, которую они разработали. Их спускают на землю, и они там слышат, да, видят. Не видят, я имею в виду глазами,
А вот свет, они воспринимают, что свет поступает сверху. Похоже, знаешь, как на вот уровне там сна. То есть они их почти на поверхности держат. Скажи, пожалуйста, ты отметила, что они в процессе развития. Развития или роста? То есть они спускают уже взрослые тела, теперь уже адаптируют таким образом постепенно, или... Нет, они все время выращивают новых, они не пользуются одними. Они одних утилизируют, других выращивают, меняют там какие-то их структуру их и опять выращивают. То есть это такие как тестовые образцы. Ну, вот эти тестовые образцы, они все приблизительно одного возраста для спуска на Землю или разного? Ну, они спускали разного для эксперимента. Но интересуют их вот эти вот, ну, как уже взрослые. Не понял. А скажи, пожалуйста, что происходит с душами тех образцов, которые они утилизируют? Поднимаются обратно в общее. Хорошо. Для того, чтобы накапливался опыт, они должны использовать один образец и с ним работать. Или они получают какую-то программу, которую в процессе потом внедряют. Это уже после того, как те уже, которых разбудили, там они выращивают с адаптацией. Они все равно уничтожают их периодически, то есть то, что их не устраивает, обновляют. То есть процесс создания первого образца, который в состоянии был бы открыть глаза на Земле и не убить, а при этом занял какой-то продолжительный промежуток времени, да? Да, несмотря на их технологии, они потратили много времени, но как будто цель оправдывала средства. Кстати, вот какую цель они преследовали уже вот окончательно? Какого человека они хотели получить в результате? Они хотели получить свою армию, что ли, что-то такое на глобальном уровне. Мне То есть им нужны кажется, были что солдаты. это не эти люди, которые здесь на корабле проводят эксперименты. Это Мгм. больше каким-то спонсорам, что ли, нужно, которые этот проект Финансировали. финансируют, да. Это не для себя они делают, они все как очень тщательно записывают, там Ну, как фиксируют. исследователи больше, да? Да, и они поэтому и создают новые и новые образцы, чтобы выявить наилучший. Что по их критериям является наилучшим образцом? По их мнению, наилучший образец – это тот, которого можно искусственно, ну, вырастить до как сознательного возраста, скажем так, разбудить, и он будет, ну, дееспособный и жизнеспособный. Его сознание девственно чистое, и Мгм. вложить можно все что угодно. У них запрещены такие эксперименты, поэтому все было только в теории до того, как они попробовали. Хорошо, к каким выводам Да. они приходят? То есть вот они сформировали первую группу, адаптировали. Сколько человек они готовили к тому спуску, вот когда уже все получилось? Когда получилось их, Включить и больше не поднимать обратно. ну, тоже сначала одного, потом несколько. С интервалом времени или это происходило достаточно быстро? Но когда Первый. получилось, уже достаточно быстро они пошли. Как это происходило? Первый человек оказался на поверхности Земли. То есть уже готовый, адаптированный. Что с его Ну, сознанием? Как это было? они его включили уже, ну, то есть они его адаптировали, он был практически на поверхности, и еще было готово несколько таких же. Они его спустили, человек проснулся. Ну вот знаешь, как будто он во что-то интересное попал. Его не пугали звуки, там и все остальное, свет. Он понимал, что делать с этим пространством? Как
с ним взаимодействовать, жить Он все в нем. трогает, рассматривает, пробует. Ну, ведет себя как маленький ребенок. Хорошо. Условия окружающей среды, я так понимаю, что, в общем-то, для него благоприятны. То есть это температура, влажность, такие моменты, как изменение температуры, то есть климатом, Ну, дождь, во-первых, холод и так далее. Как, есть ли у него навыки выживания у этого человека? они, когда еще не просыпались, люди, они адаптировали их ну, за счет генетических изменений. То есть они выводили максимально устойчивый вид к этим условиям. Ну, по этому поводу, в общем-то, ясность уже есть насчет адаптации организма к условиям обитания. А навыки выживания, то есть добывать пищу. Навыков никаких нет. Мгм. Я же тебе говорю, он как ребенок. Хорошо, Ничего. давай тогда смотреть, что было дальше, то есть как происходила вот эта адаптация, потом социальная, после того, как появились такие же, как и он на этой планете, такие же люди. Но это было долго по времени. То есть они не то, что туда-сюда их носили. Они стали высаживать других. В это время адаптировать следующих. То есть они наблюдали, Люди, которых они высаживали, они между собой как-то контактировали? ну, пытались, да, пытались контактировать. Как это происходило? Но они тоже как предметы вокруг трогали, друг друга трогали. И удивлялись, и боялись. Ну, то есть им было странно, живые существа рядом. Хорошо, мотая время вперед до того момента, когда люди научились между собой взаимодействовать. То есть у них появились, может быть, первые орудия труда какие-то. То есть они научились выживать, то есть строить себе, нашли где жить. То есть откуда все эти знания появились, в результате чего. Но они со временем стали их разделять на группы и обучать. Обучать каким образом? Ну, вкладывать в них какие-то навыки элементарные. Изначально они просто наблюдали, и за счет систем жизнеобеспечения этим людям не нужно было ничего добывать и ничего, в принципе. Ну, то есть они их кормили через капельницу, грубо говоря, да? Но это не капельница, это какая-то мобильная Ну, я ерунда. понял. То есть укрывали от непогоды какими-то там особыми способами. Ну, то есть создавали им максимально комфортные условия, только все заключалось, сводилось к социальной адаптации, наверное, больше, да? Да, а потом начались эксперименты с группами разными. По какому принципу формировались группы? И А просто отличались ли люди разделили. визуально к этому моменту, Нет, внешне? не отличались они. Они разделили их просто на группы, общую массу. И начали как бы уже с группами работать. При этом параллельно шли эксперименты с генами. Вот там как бы люди отличались. Что они пытались добиться в этих группах? Они им несли разную информацию, ну, обо всем, начиная от устройства мира, и задача была сделать исследование именно по развитию. А посредством чего они им давали информацию? Вербально, невербально? То есть вкладывали как-то так извне или Нет, что? они с ними общались, То есть являлись физически там? да, Группы, я так понимаю, разделены территориально были, то есть они не пересекались. не пересекались. Ну, для того, чтобы был чистый эксперимент, К они не этому пересекались. времени люди уже между собой могли общаться, был ли у них язык уже какое-то общение? Да, их учили языку. В группах язык отличался? Или они все на одном языке разговаривали? Одном. На языке Они создателей, да? это Ты можешь понять, на что похож тот язык? По сравнению с одним из существующих, может быть, тебе знакомых.
Наверное, на японский или китайский, на что-то вот такое. То есть много звуков разного тона, да? Да. Это в общем произношение, Мгм. я слушаю, вот похоже на произношение, но не так быстро, как говорят китайцы. Ну вот о много там, такие какие-то. Я прям чувствую, знаешь, как когда говоришь на этом языке, небо сильно поднимается куполом прям. Скажи, пожалуйста, к этому моменту в группах присутствуют также только мужчины? Нет, на этом уже в группах уже и мужчины, и женщины, и они выращивают, скажем, детей, то есть уже, Самостоятельно уже там, да? да. Я вижу, что когда еще они не были разделены по группам, уже добавили женщин, а потом поделили. То есть вот высаживают проснувшихся таких уже и женщин, и мужчин. Скажи, пожалуйста, как возникли инстинкты? Но это как бы заложено было создателями их ну, как бы генетическим фондом. То есть можно сказать, что инстинкт, по сути, это то первое знание, которое было заложено тем первым людям, вот этими создателями. Это так? Не создателями, просто в материале генетическом создателей тоже были эти инстинкты. Мгм. То есть выживание, размножение, то есть основные базовые там присутствовали, да? Да. Хорошо. Мотай тогда время вперед, посмотри, пожалуйста, как развиваются эти группы, увеличиваются они численно в объеме, формируется ли какой-либо социальный уклад в этих группах, и как в этих группах воспринимаются, по сути, уже пришельцы. Или они визуально по-прежнему ничем не отличаются от тех, кто их создал? Они отличаются и все больше и больше, потому что, я так понимаю, они добавляют, ну, меняют как бы генетику, пробуют, знаешь, из серии там потом смешивать, то выделять, усиливать это, убирать вообще. Со временем группы начинают очень сильно отличаться друг от друга и делиться. То есть они изначально, те группы, которые были, потом я вижу, что они делятся там на 2, на 4 каждая. А с какой целью они корректируют? Интересует Гены, именно с точки зрения генетики. С какой целью они корректируют их? они экспериментируют и типа мутации создают внутренние. И это интересно им. То есть вот этот социальный эксперимент, да, информационная нагрузка, она идет с подачи спонсоров. А то, что они делают с генами, это как будто они делают для себя. Ну, разные расы, разные там именно внешний вид они делают для себя. У этих, кстати, кого они выращивали, когда они убрали питание, у них появились волосы. Искусственное питание когда убрали, да? Да, у меня такое впечатление, что они там что-то есть, что подавляло рост волос на А цвет теле. кожи также, я так понимаю, меняется. Цвет кожи меняется искусственно. Они меняют на уровне генов. Получается, у них какие-то образцы. Они просто забрасывают в группы эти образцы и, ну, как выводят определенный вид. Хорошо. Допустим, было там 4 человека, а первоначально они там выглядели так. К ним добавили четверых, ну, чернокожих, допустим. Получается еще один вид. Но базовый, вот, ну, темный, да, есть и первоначальный. Они в разных группах смешивают разные виды. Но они это делают для себя. Ну, это им интересно. Ну, то есть это чисто в исследовательских целях для тех, кто вот находится на
кораблей там, да? Скажи, пожалуйста, а заказчики, которые, в общем-то, весь этот проект развернули, кто они? Ну, это такие же люди с их планеты, которые, ну, как стремятся к власти. Так, наверное, ближе. Они больше относятся к оппозиции, наверное. Так. Для этого им нужна армия. То есть там тоже не все спокойно, да? Хорошо, тогда вернемся обратно к нашим людям. К тому моменту, как они, в общем-то, продолжают свои эксперименты, то есть добавляют просто людей, вот, готовых извне, они к этому времени уже, в общем-то, есть уже женщины, мужчины, они уже сами рожают детей, да? Мгм. А как они воспринимают тех людей, которые появляются вот просто ни из ниоткуда? Их приводят создатели. И они их принимают, в общем-то, как своих, потому что так Да, всегда было, да? да. Скажи, пожалуйста, сколько групп к этому моменту, вот как мы сейчас смотрим, уже существует? 4 было изначально, когда их Мгм. разделили. И каждая из них делится на 4, потом на 4, на 4. Вот эти вот 4 группы основные, они разделены большими расстояниями. А там уже нет, там больше уже их эксперимент, информацию они социальную дают одну и ту же. Ну, то есть вот этой группе одной из 4. А уже Мгм. вот те разделения, это больше относится к их эксперименту с расами, со всеми делами. Ты можешь понять, если вот говорить о нынешнем положении вещей, то есть там, какие расы существовали уже к этому моменту? То есть по цвету кожи, может быть, по черты лица отличаются или нет в группах? Отличается, да. Есть люди, которые напоминают по внешним признакам существующие сейчас расы людей? Да, они похожи на тех, которые существуют сейчас, и изначально были похожи. То есть все Но многообразие, в общем-то, присутствует, да? как только они начали адаптировать тела, сразу появилась, ну, одна раса. Потом к ней начали уже добавлять другие. Хорошо, тогда попрошу тебя переместиться дальше, промотать время вперед к тому моменту, когда они минимизируют свое участие в жизни вот этих вот групп. То есть что это был за момент? Существовали ли к этому времени уже страны, государства или что-то такое в современном понимании? Никаких стран и никаких государств не было. Были группы, и все. Они собрали все материалы, немного посмотрели за их, ну, за их жизнью, да. Собрали все данные и уничтожили всех. Каким образом произошло уничтожение? Они установили на полюса какие-то такие штуки, не знаю, похожие. Знаешь, как вот ретро-микрофоны выглядят в полосочку такие, Мгм. хромированные. Так. Ну, что-то вот похожее, какие-то такие ящики вот хромированные в полосочку. Вот. И все, и началось как землетрясение, то есть сильная вибрация. Вот эти 2 штуки были установлены на полюса. И вода пошла, и затопила все. Погибли абсолютно все люди. То есть планета девственно чистая. Люди, растения. Что осталось вообще? Чего нет. Ну, остались какие-то животные, которые не, ну, не умерли в море, то есть рыбы там какие-то. То есть осталось все водоплавающее и хладнокровное, да? Теплокровное что-то осталось? Я не вижу. Хорошо. Скажи, пожалуйста, результат их этого эксперимента удовлетворили заказчика? Они получили то, что хотели? Да, они получили. Вторую группу они воспроизвели на своей планете. Я понял. Давай тогда закончим полностью с этой планетой. Скажи, пожалуйста, они получили эту, я так понимаю, армию, оппозиция это. Как развивались дальнейшие события там?
Ну, самое интересное, что они создали не похожих на себя людей, и самых выносливых, и ну, тех, которыми проще управлять. Мгм. То есть они вот эту по второй группе сделали, ну, как бы информационное наполнение, и все. К моменту уничтожения, скажи, пожалуйста, в группах, кроме визуальных отличий, то есть по цвету кожи, физическим и так далее, существовали уже какие-либо отличия в виде там групп крови? То есть, допустим, появились ли ДНК как-то изменилась? Нет, одна группа. То есть одна группа, ДНК также 4 Да. нити. Все, в общем-то, то же самое. Я понял. И Земля, в общем-то, пустая. Просто вода. Но это затопило, и они забрали с собой эти установки. И вода быстро спала достаточно, ну, как бы, ну, уже ничего не осталось. А растения как-то, я так понимаю, что они какие-то смогли, что ли, восстановиться. То есть как отойти, не так долго было затоплено все. Материки остались на тех же местах или облик Земли изменился в результате этого землетрясения? Ну или этих вибраций? Можешь описать на тот момент, на что встала похожая планета? Как расположены материки? Ну вот сейчас я вижу расположено так, как вот спящий дракон. Теперь Угу. так. А второго я не вижу вообще. То есть один материк. Мне кажется, что как будто тот материк, он раскололся. Вообще раскололся и ушел под воду. Хорошо, к Земле вернемся. Давай закончим с той планетой уже совсем. Получили армию. То есть оппозиция, в общем-то, укрепила свои силы. Ну и что произошло с их цивилизацией дальше? По-нашему, от нынешнего момента, где ты слышишь мой голос, как давно это было? Миллионы лет назад. Хорошо. И их цивилизация. Что произошло дальше? Но эти люди, которые заказывали сам эксперимент, они за счет этой расы выведенной захватили власть. А люди, которые жили на этой планете, не только от вида самого этих людей теряли дар речи. Можешь их И описать на тот момент, как выглядели эти люди? они темнокожие, физически как бы развитые. Рост какой? Выше, ниже, такие же? Они такие же, да. Цвет глаз? Черные глаза и черная кожа. Я вижу, что они, ну, абсолютно как бы без волос. И естественно, что они только мужчин воспроизвели, адаптировали, обучили. А как они И одеты, чем они вооружены? но они одеты во что-то простое, то есть сверху я вообще одежды не вижу. Снизу у них такие юбки, ну и что-то на ногах типа сандалий. Есть ли какое-то оружие? Да, оружие есть, Как оно много выглядит? оружия есть. Что-то типа мечей, не мечей, ножей. Они изогнутые, парные. Ну, то есть холодное все, да? Нет, есть и какое-то, ну что-то похоже, знаешь, на водяные пистолеты вот современные. Какие-то там колбы длинные, что-то. То есть как энергетическое какое-то? Ну да, я так понимаю. Угу. Там много. Я вижу еще какие-то штуки пластиковые. Ну, похоже на черный пластик или ну, на карбон похоже. Как ромбы какие-то. Как, ну, вот держатся за вот этот сандаль вверху. Я понял. Ну, то есть в результате вооруженного вот этого вот нападения, ну или какого-то действия, происходит переворот, да? И эта Мгм. группа приходит к власти. Да, Скажи, пожалуйста, можешь ли ты понять, как сейчас выглядит эта цивилизация? Существуют ли они по сей день? но я вижу, что какие-то части ее.
Они существуют На той же планете или нет? и на той тоже. Многое из них переместилось куда-то на другие. Скажи, пожалуйста, знают ли они о существовании на Земле нынешней цивилизации, цивилизации людей? Нет. А что произошло с учеными, которые проводили эксперименты на нашей планете по возвращению? И с информацией, в общем-то, по этому эксперименту? Они передали это все хозяевам, оставили себе только информацию вот эту вот по э, созданию новых видов, там эти генетические материалы. Они продолжили работать над созданием армии, работали. И в принципе, как бы, ну, участвовали в перевороте, в этом восстании. Ну и со временем, я так понимаю, эта информация ушла в архив, да? Никакой такой информации, которую можно было бы использовать потом во благо там тех людей, которые жили, не передали. То есть это была тайная операция, и у них была возможность, ну, опасность срыва. Они ну, все меры предприняли для того, чтобы не просочилась информация никуда. Я тебя понял. Спасибо тебе большое, Натали. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо. Я попрошу тебя отправиться в тот момент, когда человек появился на Земле в следующий раз. В том виде, в котором мы присутствуем здесь сейчас, либо же, может быть, в каком-то другом. Я вижу, что опять есть суша на земле. Есть тоже корабль, но поменьше. И есть один из тех, кто участвовал в этом эксперименте. Он воссоздает людей. Ты можешь понять, кто он? Тот, кто обладает необходимыми знаниями и необходимой информацией. Кем он являлся в той команде? Ученых, которые были. С какой целью он привел сюда этот корабль? Или это не он привел Но это его корабль. личный? Да. Хорошо. С какой целью он вернулся на Землю? Восстановить жизнь. Как скоро это произошло после того момента, как они уничтожили жизнь на Земле? Ну, они прилетели на свою планету, и он практически сразу вернулся. Ну, то есть, ну, дорога туда-сюда, и это заняло, ну, достаточно много времени. Ты можешь понять, почему он это сделал? Ну, вот в нем сработал этот человеческий этот фактор. Он не мог принять того, что, ну, есть условия пригодные для жизни, есть жизнь, и это все затереть и уничтожить. Еще и ну, поуничтожать другие виды. То есть его это вообще не устраивало. Ну, какой-то у него моральный был по этому поводу пунктик. А скажи, пожалуйста, можешь ли ты понять, как долго могут жить эти создатели, которые создавали жизнь на Земле? Ну, больше, чем мы в несколько раз. Больше, чем мы в нынешнее время? Да? Ну, то есть 200, 300 где-то так. 300, 400, может, 200, 300. Хорошо. 300, 400 лет. Скажи, пожалуйста, вторая волна заселения Земли, она проходила по тому же сценарию? То есть создание групп, адаптация, Нет, обучение? он очень спешил, чтобы ну, не узнали, что он пропал, что ли. Его же группа, с которой он работал, чтобы они ничего не заподозрили, он очень спешил. И как Он все происходило на этот раз? создавал виды вот из того материала, который они там насобирали в прошлый раз. Он образцы забрал с собой. Он взял выборочно, он взял, я так понимаю, там не только людей, там были и образцы животных, каких-то растений, куча всего было.
Но людей он создал только двух, вложив в них, как собрав все в кучу, вложив в них весь материал, который можно. Двух? Разнополых? Да. Хорошо. Опустил их на землю. Я так понимаю, что они у себя сразу же осознали, да, как мужчина и женщина, или нет? Ну, во-первых, он их как-то включил еще на корабле. То есть Угу. они были в сознании, он с ними общался, но недолго. Потом они вместе все спустились. Он начал добавлять животных, объяснять, показывать, что как надо делать. То есть полностью учить их, адаптировать. У них появился ребенок? Один или У них несколько? много детей было. Было много детей, и на удивление они выживали все. Он как-то участвовал в этом процессе, этот ученый? Может быть, корректировал как-то их на уровне генов и так далее, чтобы... Нет, такого не было понятия, как кровосмешение и какие-то из-за этого проблемы. То есть генетических Изначально заболеваний каких-то или отклонений не не было, было в принципе. ни заболеваний, ничего. Помогал, я так понимаю, в родах и показывал, как это делается. То есть у него какие-то навыки в этом были. Скажи, пожалуйста, какой был срок жизни первых людей, вот этих двух? Тоже где-то так же 300-400 лет. В каком возрасте дети достигали половой зрелости? Но это происходило уже в подростковом возрасте. Ну, Она если же в не годах. было. То есть также, Ну да, так же, то есть это быстро шло первый, только рост, а дальше замедлялись процессы. опиши, пожалуйста, как выглядели первые люди, вот эти двое. Цвет кожи, может быть, разрез глаз. На кого больше похоже? На славян. Ну, в них заложено Мгм. все расы. Ну, то есть цвет кожи не слишком светлый, не слишком темный, глаза не слишком большие, не слишком маленькие, да? Или что? Но Ну, я то есть вижу, что что-то... мужчина, у него светлые волосы и глаза такие, наверное, голубые. Нет, подожди. Странно. Ну, он такой, знаешь, синевой все равно. Вот есть та синева, которой нет сейчас. А ты можешь А понять, чем есть обусловлен этот цвет глаз? То есть что это? Это какой-то ген или что это? Какой-то... В результате чего этот пигмент образовывался? ну, это ген, да, который у них как стандартный, что ли. ДНК все так же с четырьмя нитями? Да, А на как экзамен. выглядит женщина? А женщина, она наоборот какая-то, волосы такие каштановые, наверное, ближе. И у нее карие глаза. Чудесно. Скажи, пожалуйста, дети, которые у них рождались, они были похожи на них? Ну, примерно, да. Мгм. Я так понимаю, что вот то, что он напичкал в них, оно, как объяснить, быстро раскрывалось. То есть из поколения в поколение проявлялись какие-то особенности, какие-то черты. Ну, я так Если понимаю, учитывая возраст, количество поколений, которые видели первые люди, их было, ну, так, наверное, порядка 40, да? но они, как знаешь, рассредотачивались по территории. Скажи, пожалуйста, внутреннее строение первых людей, чем отличалось ли от нынешних? Строение внутренних органов, расположение, количество. Ну да. Можешь описать? Но я так понимаю, что набор органов и всего остального был одинаковый.
Просто каждый орган изначально он был эталонный, по примеру создателя, Так. и со временем они как деформировались уже, подстраиваясь под эту планету, под эти условия. Потом начинали проявляться как разные гены в разных условиях, и органы трансформировались, и все трансформировалось. Ну, если так вот сравнить, допустим, вот сердце, да, тогда и сейчас. Чем-то отличалось там, может, количеством камер, размером, кровеносная система, в конце концов, в общем. Ну, кровеносная система не отличалась, сердце отличалось, нет, больше, то у нас меньше. У них чуть больше, и какое-то оно более вытянутое. Кровь тогда была такая же, менее красная. Что еще? Мозг. А мозг уменьшился со временем. Череп поменялся немножко. Но стал более приплюснутый. Хорошо, скажи, пожалуйста, обладали ли они какими-либо, по нашим меркам, паранормальными способностями? На энергетическом плане, что они умели, могли? Но они тонкий план как бы воспринимали, как и физически, то есть у них разницы не было. Это такая же норма, как у нас ребенок, с которым родители общаются на двух языках, он Мгм. свободно туда-сюда переходит, и для него это норма. Также и для них и тонкий, и физический норма. Могли ли они там, допустим, читать мысли? Телекинезом обладали? Но они телепатически общались. Они могли работать на уровне намерения. Но я тебе хочу сказать, что раньше, до вот этого эксперимента, они были развиты еще больше в этом смысле. Но в какой-то момент сама структура их общества, она переключилась на технический прогресс, Переключилось или их переключили? переключилась. Там просто не могли как бы создать правильную, как это объяснить, не могли создать правильную структуру управления, потому что каждый был себе сам, понимаешь, все мог для себя сделать. И к чему они в конце концов пришли? Каким способом они решили вопрос контроля? Стали внедрять технологии. С течением времени это большое количество времени. То есть техническое развитие стало подавлять тонкий мир. Так, подожди, давай сейчас я немножко для себя отмечу. Это было в первый приход или это во второй приход так произошло? Ты имеешь в виду на Земле, а я рассказываю про Нет, нет, те. нет, на Земле. Меня интересует, как они решили вопрос контроля здесь, над теми группами. Я так понимаю, он тоже ж возник. То есть те первые люди, первый приход, они тоже обладали всеми же этими способностями. То есть и чтение мыслей и так далее и тому подобное. Они переключали просто внимание тоже на то, что они хотели им рассказать. Это были больше технические моменты, физические. То есть максимально их заземляли, да? Да, Как-то. кроме контрольной группы всех. Контрольно они не трогали. Я понял. Хорошо, давай возвращаемся. Второй приход. То есть развивается новая цивилизация, по сути, из двух людей. Скажи, пожалуйста, момент возникновения рас, разных цветов кожи, глаз и так далее обусловлен чем? Но уже со временем это уже было, когда люди самостоятельно жили. В зависимости от условий проживания активировались нужные гены. И Мгм. постепенно из поколения в поколение проявлялся нужный ген. Ученый этот, до какого момента он принимал участие в жизни обитателей Земли?
Но он попытался воссоздать все и очень быстро вернулся обратно. То То есть я есть так запустил понимаю, процесс во да, времени. что он Сколько это там все продолжалось? это несколько десятков лет. Возвращался ли он после этого обратно? Для корректировок, может быть, для наблюдений? Он не смог вернуться Почему? никогда больше, потому что его ждали дома. И они узнали, что он отправился на Землю. Так, и что с этой информацией произошло дальше? Они его ждали в том помещении, в котором хранились образцы. Он, я так понимаю, хотел что-то вернуть обратно, то, что он забирал оттуда. Его уже там ждали, его схватили и переместили в какую-то камеру. Там какой-то комплекс под землей. Там лаборатория, теплица какая-то, еще что-то. И есть такие помещения, ну как комнаты, похожие на комнату на корабле или где-то. Там нары такие, знаешь, как на цепях. Ну, комната чистая. И я так понимаю, что она металлическая все там. Что происходило дальше? Его там закрыли, и он в этой же комнате умер. Скажи, пожалуйста, я так понимаю, что они поняли, что он воссоздал жизнь на Земле вновь. Поэтому, в общем-то, его и ждали, так? Но они сначала его искали долго. То есть они думали, что... Ну, он вообще был в плохом состоянии после потопа. Как-то он это воспринял близко к сердцу. И они думали, что он где-то, ну, как знаешь, своим эмоциям дал ход и где-то находится, ну, на их планете. А потом они поняли, что нет его вот этого персонального модуля какого-то, корабля этого, и поняли, что он вернулся. Так. Ну и все, и ждали его возвращения. Они что-то собирались, может быть, предпринимать или предприняли по поводу того, что он восстановил жизнь на планете. Не просто так здесь все это зачистили. Они его закрыли в этой комнате, и все. На этом все закончилось. У них много работы, они свою работу не закончили. Они То не есть могли туда-сюда летать. им по большому счету было наплевать, что уже здесь происходит, да? Ну да. А зачем тогда они первую зачистку делали? Могли же забрать нужную им группу и Но тут улететь. надо было, ну как бы, ряды замести свои, потому что если бы кто-то их кинулся Мгм. на их планете, это было бы доказательством. Но они прилетели, никто их не кинулся. То есть, в принципе, его вот этот повторный эксперимент, в общем-то, никакого значения не имел. Ни для кого, да? Ну, кроме них, никто не знал о его перемещениях, и они его изолировали сразу. Хорошо, еще раз уточню. Кто-либо из этой расы впоследствии прилетал на Землю? М-м. Больше никого здесь не было. Хорошо. Возвращаемся тогда обратно на Землю. То есть происходит эволюция, то есть развитие. Давай посмотрим момент или, может быть, цепочку событий, которая привела к тому, что ДНК человека выглядит нынче не так, как тогда. В чем причина? Ну, причина в экспериментах. Чьих экспериментах? Ну, в том, что изначально они были, ну, как по образу и подобию, да, этих людей с другой планеты. А потом все время ковырялись в ДНК, и когда уже эксперименты закончились, в процессе эволюции они стали трансформироваться, и ДНК в том числе. Как-то, ну, что-то лишнее отпадало, что-то добавлялось, но это уже было с течением времени. То есть это не вмешательство извне, это естественный процесс какой-то был, упрощение, да? Ну, упрощение для жизни здесь, да. Я понял. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты отследить первый момент, когда рядом с Землей или, в общем-то, на Земле появились какие-то чужие? И с какой целью?
Но эту планету посещали разные существа давно и до потопа, и после. Какие-то исследовательские были экспедиции. Без конкретной цели попасть сюда. Просто в процессе исследования космоса. Я понял. Скажи, пожалуйста, группы крови и резус-фактор на каком этапе появились разные? Это то же самое, что и с ДНК или другие М, факторы? Это уже были эксперименты серых. В результате Они, чего появились группы крови? они хотели как получить разные, ну, разделить людей на разные виды. В каком виде серые присутствовали на Земле в первый момент и в дальнейшем? Явно или тайно? Они явно присутствовали, но они не находились на Земле. Ну, физически на Землю практически не перемещались. Они в основном перемещали к себе на свои базы людей. Можешь понять, как давно произошло первое посещение Земли серыми с целью подобных модификаций и экспериментов? Они уже появились после рептилий. То есть сначала пришли рептилии. Да. Пришли рептилии, объявили это своей территорией. Скажи, пожалуйста, рептилии и серые явились на Землю как физические существа на своих каких-то кораблях, или они здесь были в каком-то другом виде? Они физических появлялись на Земле. Но у них как-то это проще. Ну, не так, как у нас. Они могут физически проявляться, как захотят и где захотят. И серые, и рептилии проявлялись физически. Могли менять рептилии облики. И человек воспринимал их как в физическом теле Да. кого-то. Мгм. А с какой целью они являлись на Землю вот в таких вот обликах? И вообще их цель прибытия на Землю, и почему они решили вдруг объявить Землю своей собственностью? Ну, они охотники за энергией, за душами. И здесь их привлекло то, что души тут в изобилии и нет на них хозяев. Они решили заполнить эту нишу. Хорошо. Скажи, пожалуйста, мы до этого смотрели, Земля выглядела немножко иначе. Я попрошу тебя посмотреть тот момент, когда поменялся облик Земли и приобрел нынешний или похожий на нынешний. То есть континенты разделились, в результате чего? И что в это время происходило с человечеством? Ну, я так понимаю, что как раз, ну вот, люди распространялись все дальше и дальше. И какие-то внутренние процессы самой Земли, они как раз вот влияли на это движение. То есть, ну, насколько я понимаю, ну, сама планета, она еще была в активном каком-то развитии, как там все время происходило движение. Скажи, пожалуйста, перемещение, ну или разделение материка на части происходило в короткий промежуток времени или это растянутого времени было? Растянуто. Я просто вижу, что это, ну, как достаточно медленный процесс, для людей практически неощутимый. Люди вообще заметили, что это произошло? Что континенты разделились? Нет, они, ну, как бы ничего такого глобального не заметили. То есть, учитывая Одно уровень технологии и то, что люди в основном вели какой-то оседлый образ жизни, то есть не перемещались на огромные расстояния, там сотни тысяч, тысячи километров, да, то, скорее всего, постепенно образовались какие-то области или племена, или страны, которые друг о друге не подозревали, да? когда уже здесь появились существа, Мгм. сущности, они позаботились о том, чтобы люди, ну, скажем так, на больших расстояниях кучковались вот конкретно со своими и работали и над памятью, и над психологическими моментами. То есть
Тут уже пошло разделение, и на этом этапе начали закладываться основные вот эти вот разницы между восприятием мира, пониманием сути вещей. А можешь ли ты понять, как давно рептилии первый раз пришли на Землю? Ну, когда стало больше людей, когда люди разошлись по этому континенту, стало много нитей подниматься вверх. Ну, это по меркам планеты не очень много, то есть практически там через несколько тысяч лет после того, как улетел этот создатель. Как скоро после рептилий появились серые? Достаточно быстро. Они, как знаешь, уже знакомы друг с другом. А, то есть они в тандеме, по сути. Одни других пригласили, да? Нет, они не приглашали. Эти, знаешь, они шныряют бесконечно по космосу. И они тоже обнаружили, знаешь, решили зайти посмотреть, а тут уже эти. Ну и они на условиях как бы гостей, скажем так, Угу. начали эксперименты проводить. То есть, если я тебя правильно понимаю, то рептилии, в общем-то, питались и вели в основном такой социальный, как бы, социальный порядок у них был. То есть они не вмешивались ни в генетику, ни на физике там особо никак не влияли, да? Но они нашли то, где они могут посредством правильного воспитания получать все ресурсы. Под правильным воспитанием, что ты понимаешь? Что они создавали? Ну, внедрение там религии, ритуалов, запугивание людей какими-то там силами, даже Угу. природы. И полностью простроили то, что им необходимо было. Скажи, пожалуйста, вертикаль власти – это тоже их изобретение? Ну, по образу и подобию. А до того, как рептилии вмешались в уклад, как происходили взаимоотношения между людьми? Ну, люди просто жили, кто-то был сильнее, кто-то слабее. Никто никем не руководил. Ну, тут вообще не было разговора о подчинении. Люди развивались и видели больше, и пытались это понять, осознать, использовать во благо себе. Но учитывалась каждого особенность. Ну, достаточно примитивная такая была жизнь у них. Примитивно, но при этом у них были открыты абсолютно все их способности и возможности, да? Да, они просто не знали. Ну, если бы, допустим, они знали, да, о существовании там чего-то, то они бы могли это воспроизвести. Но так как они начинали с нуля, они по своим меркам очень быстро развивались. Скажи, пожалуйста, но они, я так понимаю, к приходу рептилий по-прежнему еще видели тонкий план. То Да. есть, что произошло в этот момент? Как они же, в общем-то, их сразу могли осознать, что кто это, что это и зачем. Но они прикинулись там классными такими. И все им начали объяснять с точки зрения тонкого плана, как все это делать, что делать, ну, чтобы все было правильно. И что произошло в дальнейшем? Кто перекрыл вот эту способность, это видение? Сначала пытались подчинить их способности, объяснить, но все равно как бы много моментов скрыть не удавалось. Потом просто выключили это. Это уже серые сделали на уровне Угу. физики. Уже заземлили всех. Чудесно. А как произошло вот этот сам процесс заземления? То есть, что применяли? Какие-то технологии, методы воздействия? То Изменили есть, их структуру, добавили им один элемент в кровь. И люди перестали так видеть четко, скажем так. То есть раньше это воспринималось как одно общее целое, понимаешь? А тут их заземлили, и у них стали
сфокусированы они стали на как-то ну, на вот этих потребностях физических, там есть, пить, там размножаться. То есть их инстинкты, они вышли на передний план. У них Каким очень, образом они добавили? И что за элемент? ну, они в кровь добавили им какие-то кристаллы. Они образовали такие какие-то штучки на эритроцитах. Они им добавили белок. Да, они добавили к тому, что у них было. Этот обязательный антиген. Что в результате получилось? Положительный резус у всех. Люди с отрицательным резусом. Каким образом происходит так, что они без этого белка рождаются? Это их недоработка или это что за процесс? Тут два как бы источника есть. Один это выбраковки, ну, скажем так, пробивается как бы иногда такие люди. А некоторые те, у кого убрали потом вот этот антиген, и все, и они как бы перерождаясь идут в одном и том же резусе. Им эти люди нужны с какой-то особой целью? Да, им нужны были там дальше, уже намного дальше понадобились люди, которые смогут наработать с тонким миром и влиять на тех людей, которые задают слишком много вопросов. Под их чутким руководством, я так понимаю, да? Конечно. Я понял. Скажи, пожалуйста, на каком этапе они устанавливают эту интерференцию и возможно ли ее убрать? Что ты имеешь в виду? Кристаллы эти. Антиген, они просто установили всем, и все пошли передавать их по наследству. То есть он присутствует на физике, да? Да, И изъять его, в принципе, никто не может, кроме их самих, да? ну если, скажем так, в глобальном смысле, все время люди с отрицательным резусом будут между собой размножаться, хотя считается, что он не передается по наследству, можно увеличить массу. Но это, ну, как бы это большой промежуток времени, так убрать его, я не знаю, никто задачей такой не задавался. Просто игнорируют и все. Понятно. Хорошо. Наталья, скажи, пожалуйста, люди с разными группами крови, они чем-либо между собой отличаются на тонком плане? На тонком нет. Может быть, на физике? Есть ли какие-либо отличия? То есть зачем вообще серы Но они сделали это взяли разделение? просто эталонные варианты, разделили его на группы и все. И смотрели, кто как развивается. Но это дало как бы определенную нагрузку. В нынешнем обществе нагрузка не ощущается. По крайней мере, ну вот, в пределах одной расы, одной социальной группы могут спокойно существовать люди с различными группами крови. Единственная сложность может возникнуть только в случае, если необходимо переливание крови. Нет, но тут есть как бы особенности. Эти два аллеля, они были изначально вместе ну, в геноме создателей. А у создателей они появились от разных рас. И когда оно разделяется, то есть больше как бы, это я не знаю, но на уровне каких-то ну, таких еле уловимых вещей их тянет к одной или к другой расе. Понимаешь? Ну, они проявляют больше, ну, не знаю, не способности, как это называется. Может быть, черты характера или в Ну да, социальном плане черты как-то по-разному характера проявляются. социально проявляются ближе к той расе, от которой от которой был взят этот аллель. Я понял. Спасибо тебе, Наталья, большое.
очень интересная, ценная информация, очень объемная. Соберись в свое существо и на счет 3 возвращайся обратно в свое тело. На счет 1, 2, 3. Да.